Всем привет! С вами снова Жека, и добро пожаловать в Мариуполь и на канал The Happiness Project. Сегодня мы с друзьями решили немного позагорать. Погода отличная, солнце, море, пляж. Настроение просто супер. У вас как дела? Я давно вам не показывал колесо счастья, и сегодня решил напомнить о нем. И сегодня мы будем обсуждать четвертый компонент счастья – это мозг и образ мышления. Мы будем говорить о том, как реагировать на неудачи в жизни, а точнее мы поговорим о том, что происходит в нашей жизни во время падений или неудачных моментов. Во второй части видео мы поговорим о том, что такое падать вверх. И в заключении мы поговорим о том, как найти путь к росту после падения. Правильное отношение к падениям и провалам может сделать нас не только счастливыми, но и поможет находить очень большие возможности, которые на первый взгляд незаметны. Мне уже не терпится поделиться с вами этой информацией, поэтому давай начинать, поехали! Я думаю, что каждый человек в жизни переживал взлеты и падения, и мне почему-то кажется, что большинство любит больше взлетать, чем падать. После просмотра этого видео, я надеюсь, ты начнешь любить падения так же, как и взлеты, потому что они играют тоже очень важную роль в нашей жизни. Наш мозг постоянно создает шаблоны мышления для того, чтобы выживать, и каждый раз, когда в нашей жизни происходит что-то негативное, то в лучшем случае мы пытаемся понять причины возникновения проблемы и начинаем думать о том, что мы сделали не так. А в худшем случае зацикливаемся на проблеме и своих недостатках, что значительно усугубляет ситуацию. И здесь нет ничего плохого, это просто шаблон мышления, который превратился в привычку, которую можно заменить на более эффективную. В психологии есть такой термин, который называется посттравматическое стрессовое расстройство. И согласно Википедии, это тяжелое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику индивида. Травматичность события тесно связана с ощущением собственной беспомощности из-за невозможности эффективно действовать в опасной ситуации. То есть, когда с нами происходит что-то плохое, например, нас уволили с работы или провалился бизнес, или мы расстались с партнером, то мы думаем о том, что это худшее событие, которое могло с нами произойти. И мы начинаем себя чувствовать беспомощными, безнадежными и перестаем верить в свои силы. И в этой ситуации мы видим только два варианта развития событий. Первый, мы принимаем поражение и все остается на том же низком уровне. Второй вариант, мы чувствуем себя еще хуже, потому что начинаем зацикливаться на проблеме и искать причину в себе, что значительно усугубляет ситуацию. Но на самом деле есть еще третий путь, о существовании которого мы даже не задумываемся. И если мы научимся его искать, то после проблемной ситуации мы будем выходить еще сильнее. И этот путь называется посттравматический рост. И все больше и больше научных исследований показывают, что если мы сможем находить в любой проблемной ситуации возможность для роста, то мы будем расти не только несмотря на неудачи, но и благодаря им. И, как оказывается, не само негативное событие влияет на посттравматический рост, а то, как мы его воспринимаем. Другими словами, если мы будем видеть ситуацию как проблемная, то она и будет оставаться таковой. Но если мы будем в ней искать возможность для роста, то мы обязательно его найдем. Little by little you wear me down.
Как я уже сказал, посттравматический рост – это и есть самый лучший вариант развития событий после жизненных неудач и падений. И те люди, которые знают этот путь, всегда будут прогрессировать не только несмотря на провалы, но и благодаря им. Как говорится, что нас не убивает, делает нас сильнее. И благодаря проведенным научным исследованиям можно с уверенностью говорить, что неудачи могут привести к позитивным изменениям в жизни. А вы слышали историю о том, что Майкла Джордана исключили из школьной баскетбольной команды? И как он сказал в своем интервью: «Я терпел неудачу за неудачей, и поэтому я стал успешным». События не всегда происходят к лучшему, но некоторые люди могут извлечь лучшее из этих событий. И самые успешные люди видят препятствия не как камни преткновения, а как ступени, на которые можно опереться и подняться вверх. В одном из своих предыдущих видео я рассказывал о секретах успешных людей на основе книги High Performance Habits, которую написал Брэндон Берчер. Когда Брэндону было 19 лет, он попал в очень страшную автокатастрофу, которая помогла ему переосознать свой смысл жизни. И теперь Брэндон является одним из самых популярных мотивационных спикеров планеты, а также автором многих бестселлеров. Это и есть пример посттравматического роста, который можно и нужно искать в сложных ситуациях. И путь от неудачи к успеху очень сложно заметить, потому что в моменты кризиса мы зацикливаемся на проблеме и забываем, что этот путь вообще существует. Но если мы будем помнить, что в каждом жизненном испытании есть уникальная возможность для роста, мы обязательно ее найдем. Хочу рассказать одну историю про двух продавцов обуви, которые были отправлены в Африку в начале 20 века для того, чтобы оценить рыночную ситуацию. И после 2 дней пребывания они отправили своему боссу 2 разные телеграммы. Первый пишет: «Ситуация безнадежная, они вообще не носят обувь». А во втором письме говорится: «Невероятная возможность, они еще не носят обувь». Вот как можно видеть одну и ту же проблемную ситуацию и находить в ней уникальную возможность. И для того, чтобы найти путь к росту после падений, для этого нужно, во-первых, видеть каждый кризис как катализатор успеха. К счастью, любой кризис может стать фундаментом для позитивных изменений в жизни не только человека, но и большой организации. И мировые гиганты бизнеса уже давно внедрили в свою практику улучшать свои бизнес-процессы каждый раз, когда наступает финансовый кризис. Второе – изменить свой контрфакт. Контрфакт – это альтернативный сценарий, который наш мозг придумает для того, чтобы оценить текущую ситуацию. То есть, что бы могло произойти в этой ситуации. Представь себе, что ты находишься в банке, где кроме тебя еще 50 человек. И тут залетает грабитель и выстреливает тебе в правую руку и убегает. Не спрашивая, почему грабитель убежал, а не грабил банк. Как ты будешь рассказывать своим друзьям об этой ситуации? Тебе повезло или не повезло? Напиши в комментариях первый ответ, который тебе пришел в голову. Если мы будем говорить, что нам не повезло, то наш контрфакт, то есть альтернативный сценарий, будет такой: капец какой-то, лучше в меня вообще не стреляли, а подстрелили кого-то другого. А если ты будешь думать, что тебе повезло, то твой контрфакт будет такой: как мне повезло, что меня не убили. И самое приятное то, что какой контрфакт мы придумываем, зависит только от нашего воображения. Поэтому стоит выбирать такой контрфакт, после которого мы будем считать, что нам повезло. И третий совет – измени свой пояснительный стиль. Вообще существует 2 пояснительных стиля, первый из которых оптимистический пояснительный стиль. Люди, которые относятся к этой категории, рассматривают неудачи как временное и локальное явление. Например, все не так уж и плохо, будет только лучше. Вторая категория – это пессимистический пояснительный стиль. И люди этой категории относятся к неудачам как к явлению постоянному и глобальному. И они себе говорят: все очень плохо, и это никогда не изменится. И если мы будем использовать оптимистический пояснительный стиль, описывая все предыдущие события, то это может иметь решающее значение для нашего счастья и будущего успеха. Я надеюсь, тебе понравился этот выпуск и он был для тебя полезен. Если да, жми лайк. И не забудьте подписаться, если вы этого еще не сделали. Кнопка вот здесь, в углу экрана. А вы знаете, что этот канал появился на свет благодаря принципу падать вверх? Я на протяжении 2,5 лет работал в Ирландии, и
в октябре прошлого года из-за убытков в компании попал под сокращение. И сначала я видел эту ситуацию как проблемную, но потом я задал себе вопрос, а какую возможность я вижу в этой ситуации? И недолго думая, я открыл этот канал, потому что я очень давно мечтал запустить свой YouTube канал. Поэтому будьте оптимистами, мечтайте и падайте только вверх. Я был очень рад всех видеть на своем канале. Увидимся в следующий вторник. Пока!